РСТЦ предлагает классифицировать ковид-ограничения по цветам. Российский совет торговых центров, РСТЦ, предлагает ввести в российском законодательстве классификацию ковид-ограничений в регионах по цветам, предусмотрев зеленый, желтый и красный уровни. Правительство РФ в ноябре внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Он предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Законопроект был принят в первом чтении. В качестве главного недостатка текста законопроекта, принятого в первом чтении, мы видим его статичность. По нашему мнению, изменения в законодательстве должны быть более гибкими и учитывать как плохие, так и хорошие ситуации, связанные с заболеваемостью. Если такого механизма не будет, потери предприятий торговли, общепита услуг, развлечений, а также торговых центров существенно превысят значения, оправданные борьбой с COVID-19, и приведут к новым негативным последствиям в экономике, приводится в сообщении РСТЦ слова его управляющего директора Олега Войцеховского. РСТЦ просит обнулить все ранее принятые на уровне регионов РФ нормативные акты, определяющие ограничения торговой деятельности в период пандемии, а вместо этого разработать и внедрить режимы с учетом специфики региона. При этом власти субъектов должны получить запрет на вмешательство в реализацию выбранной законодательством линии. Новые меры должны действовать не только на усиление, но и на послабление введенного режима в зависимости от эпидемиологической обстановки. Необходимо также предусмотреть поддержку субъектов предпринимательства в условиях ограничений, затрагивающих их коммерческую деятельность. Сами же нормы закона, по мнению Совета, должны вводиться поэтапно. Мы предлагаем ввести в регионах цветовую систему. Например, зеленый, желтый и красный уровни ограничений и мер поддержки. Они должны учитывать количество заболевших в сутки на 1000 человек населения региона. А пакет мер – быть необходимым и достаточным для всех субъектов деятельности. Логика применения такой системы должна отвечать требованиям сокращения уровня заболеваемости и одновременно наносить минимальный ущерб коммерческой деятельности на территории регионов РФ, включая торговую, цитирует пресс-служба президента РСТЦ Дмитрия Москаленко. По его словам, такую схему необходимо разрабатывать с учетом мнения представителей властей, медицинских учреждений, Роспотребнадзора и бизнеса. Доработка законопроекта позволит снизить неопределенность перспектив торгового бизнеса в текущих условиях, сократить потери коммерческих предприятий до минимально возможных значений и сохранить на должном уровне наполнение бюджета от налогов, собираемых с последних. Совет также предлагает одновременно принять норму о господдержке предприятий торговли, общепита, развлечений и торговой недвижимости, показатели которых в условиях действия новых законодательных норм окажутся ниже определенного уровня, говорится в сообщении. Соответствующее обращение РСТЦ направил в пятницу председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и председателю Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.